Падение Западной Римской империи не было внезапным крахом, а растянулось на десятилетия. К 476 году, когда германский вождь Адакар сверг последнего императора Ромула Бускула, от некогда огромной державы осталась лишь тень. Восточная часть, позже названная Византией, пережила этот момент и просуществовала еще 1000 лет, но западная половина уже давно теряла контроль над территориями. Все началось задолго до этого. В конце IV века империя окончательно разделилась на две: западную со столицей в Равенне и восточную в Константинополе. Запад сразу оказался в более уязвимом положении. Его границы были длиннее, экономика слабее, а население редело из-за эпидемий и низкой рождаемости. Армия все чаще состояла из варваров-федератов, которым платили землей и золотом, но лояльность которых была условной. С 370-х годов на границе хлынули племена, теснимые гуннами из азиатских степей. В 378 году в битве при Адрианополе готы разгромили римскую армию и убили императора Валента. Это стало поворотным моментом. Римляне больше не могли диктовать условия. В 410 году вестготы под предводительством Алариха впервые за 8 веков разграбили сам Рим. Город выжил, но символ был разрушен. Через 45 лет вандалы под предводительством Гейзерха повторили набег, разорив столицу еще сильнее и захватив богатейшие провинции в Африке. Внутри империи дела обстояли не лучше. Постоянные гражданские войны и смена императоров подрывали управление. Налоги росли, торговля угасала, крупные поместья превращались в самообеспечивающиеся хозяйства. Римские землевладельцы предпочитали нанимать варваров без защиты, чем полагаться на центральную власть. К середине V века от Испании до Британии провинции уже жили по своим правилам, а императоры в Равенне правили номинально. Адеакр в 476 году просто довел дело до логического конца. Он не стал провозглашать нового императора, а отправил регалии в Константинополь, признав верховенство восточного правителя. На месте бывших римских земель возникли варварские королевства: остготы в Италии, вестготы в Испании, франки в Галлии. Римская администрация, законы и даже латынь частично сохранились, но единая империя ушла в прошлое. Это был не конец цивилизации, а ее трансформация. Города уменьшились, дороги пришли в упадок, но христианская церковь стала новым центром власти, а варварские короли продолжали называть себя римскими наместниками. Античный мир постепенно растворялся в средневековом, оставляя после себя язык, право и воспоминания о былом величии. Кстати, мои подписчики на Бусти читают посты и смотрят ролики до их выхода, а также получают доступ к уникальным записям, которых больше нигде нет. Успей присоединиться, пока действуют скидки. Ссылка в шапке профиля.